Приветствую на своем канале всех любителей ярких макияжей, и сегодня я буду делать для вас этот необычный, темный, яркий, классный макияж. Если вам это интересно, оставайтесь на моем канале. Я использую тональный крем 8 пептидов от Enough. Выдавливаю небольшое количество на тыльную сторону руки и затем с руки переношу на лицо точечками и растушевываю кистью. Тональный крем хорошо увлажняет кожу, подсвечивает ее, не подчеркивает шелушение, по крайней мере на моей коже. Затем я беру консилер от Clarins во втором оттенке с персиковым подтоном, чтобы скрыть синячки под глазами. Легкими движениями распределяю консилер по зоне синячка. Теперь я беру консилер Miracle Touch от Art Visage в 101 оттенке. Далее пушистой натуральной кистью я хорошенько набираю продукт и растираю его по руке, чтобы на кисти осталось совсем немного. Это даст мне легкость нанесения и не будет перегружать тонкую кожу вокруг глаз. Таким образом получится нанести очень тонкий слой. Это позволит выровнять цвет кожи и подготовить века к нанесению теней. Далее чистыми пальцами я делаю такие прижимающие движения, чтобы консилер лучше уселся. Прозрачным фиксирующим гелем для бровей от Vivienne Sabo я укладываю брови вверх. Для сегодняшнего макияжа глаз я выбрала палетку теней от Luxe Visage. На пушистую кисть от козы я набираю самый светлый оттенок и заношу его над складкой века, для того, чтобы более темные оттенки легче тушевались. На эту же кисть я набираю переходный оттенок. Заношу этот оттенок над складкой века и выстраиваю форму будущего макияжа. Беру чистую пушистую кисть, набираю самый светлый оттенок и растушевываю границу под бровью. На маленькую кисть бочонок я набираю переходный оттенок и затемняю внешний уголок нижнего века. На эту же самую кисть я набираю самый темный оттенок теней из этой палетки, а затем переношу на ресничный край и затемняю его. Я беру первый оттенок жидких теней Metal Hype от Luxe Visage и переношу цвет на руку. Беру плоскую синтетическую кисть и набираю цвет с руки. Теперь я беру 14 оттенок теней Metal Hype и заношу эти тени во внешний уголок, не заходя на косточку. Чистой стороной кисти я смешиваю эти два оттенка, растягивая светлый оттенок на темный. Набираю переходный оттенок теней и растушевываю границу. Беру черный карандаш от NYX и прорабатываю межресничное пространство. Этим же карандашом я выстраиваю небольшую стрелку и растушевываю ее кистью. Теперь я беру синюю подводку от Luxe Visage Metal Hype и прорисовываю стрелку. Беру объемную тушь от Belite и наношу ее на ресницы. С левой стороны у моих ресниц сейчас не лучшие дни, поэтому они выглядят не так объемно, как с правой стороны. Но это временное явление. Тушь я нанесла в 2 слоя. На маленькую кисть я набираю хайлайтер от Focallure и поставлю сияющий акцент во внутреннем уголке глаза. Стрелки можно оставить так, а можно добавить модный уголочек. Попробуем? Карандашом от Ламель я прокрашиваю брови. На центр лица я нанесу матирующую пудру от Eveline. По периферии я нанесу сияющую пудру от Catrice.
Движения кисти круговые, зашлифовывающие. Набираю бронзер от Physicians Formula и наношу туда, куда мне обычно нравится наносить бронзер. На эту же кисть я наношу румяна от Catrice. Беру хайлайтер от Focallure и наношу на верхнюю часть скулы. И немножечко под бровь. Беру темную помаду от Stella в оттенке 113, набираю на кисть и прорисовываю контур губ. Вот такой необычный макияж у меня сегодня получился. Спасибо, что были вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я прощаюсь с вами ненадолго. До скорой встречи. Пока.